Если вы считаете, что ведьмы боятся церкви как огня, то глубоко заблуждаетесь. Колдуны обожают ходить туда, чтобы проворачивать свои темные делишки. Печально, что люди, пришедшие в храм для молитвы, ненароком могут стать жертвами чужого колдовства. Чтобы не попасть в ловушку, не привлечь беду и не лишиться здоровья, ни под каким предлогом не делайте в храме 7 вещей, о которых пойдет речь далее. Не ставьте чужие свечи. Даже если в церкви много желающих поставить свечу за здравие или за упокой, никогда не торопитесь и не помогайте торопящимся. Ни в коем случае не ставьте свечу за другого человека, даже если он попросит об этом. Лучше пропустите его вперед, но пусть он это сделает сам. Не ругайтесь. Некоторые ведьмы нарочно провоцируют прихожан на грубость. Они пытаются ругаться, спорить, а в некоторых случаях и вовсе начинают развязывать драку. Не хотите неприятностей и проблем со здоровьем, игнорируйте любые призывы к агрессии и держите все эмоции при себе. Также старайтесь обходить стороной все конфликты, которые видите на территории храма. Ничего не считайте по чужой просьбе. Если в церкви к вам подойдет старушка и в ходе разговора попросит пересчитать купола на церкви, ссылаясь на свое любопытство и плохое зрение, ни в коем случае не делайте этого. Матушка Богородица говорила: «Кто купола посчитает, тот хворью овладевает, ибо сам дьявол сей счет поджидает». По той же причине старайтесь не пересчитывать мелочь в руках по чьей-то просьбе. Очень часто под предлогом плохого зрения старушки просят молодых и красивых женщин отсчитать какое-то количество монет, после чего те начинают болеть. Не подпускайте никого к своей свече. Поставив свечу в храме, не отходите от нее далеко. Следите за тем, чтобы ее никто не перевернул и не поджег с другой стороны. Не позволяйте другим гасить огонь вашей свечи или переставлять ее. Также следите за тем, чтобы свечу, поставленную вами, никто не украл. Так ведьмы воруют здоровье, красоту и удачу людей. Не набирайте воду чужому человеку. Находясь в церкви, ни под каким предлогом нельзя набирать воду для посторонних людей, как бы вас об этом ни просили. Даже если речь идет о немощной, очень старой бабушке, которая ссылается на то, что у нее совсем нет сил держать бутылку с водой. Сердобольные найдутся, а вы берегите свои силы и здоровье, которые ведьмы запросто отбирают таким способом. Не принимайте подарки, подарков в церкви никто не делает, поэтому и вы ничего не берите из рук чужих людей, под каким предлогом они не пытались бы дать это. Частая ведьминская практика – угостить заговоренным яблочком, ответив которое человек рискует принять на себя весь негатив, переложенный на продукт. Оно может быть заговорено на болезнь. Берегите здоровье. Очень часто ведьмы приходят в церковь с такими подарками в большие церковные праздники. Поэтому в такие дни проявляйте особую бдительность. Не надевайте чужой платок. Возле входа в храм обычно есть платки, которые предлагают повязать на пояс женщинам, пришедшим в брюках. Ими часто пользуются для покрытия головы те женщины, которые пришли в храм без своего платка. Делать этого нельзя. Причины две. Во-первых, это противоречит всем нормам гигиены. Во-вторых, на таких платках ведьмы часто оставляют порчи, болезни и всякие неурядицы. Не приманивайте их. Находясь в церкви, старайтесь меньше общаться с другими прихожанами. И тем более не отвечайте на странные вопросы и просьбы. Согласитесь, немного странно, если человек, который пришел просто помолиться, начинает расспрашивать о том, как называется храм, сколько на нем куполов и так далее. Заметив любые странности в поведении собеседника, под миловидным предлогом завершите это общение и отойдите подальше от этого человека. Стесняться тут нечего.
Последствия могут оказаться очень непростыми.